Иногда жизнь задает человеку самый страшный вопрос: достоин ли ты прожить еще один день? В Арктике, где мороз может быть смертельным, любая ошибка способна стоить жизни. Однажды пожилая женщина открыла пустой шкаф и поняла: еды больше нет. Ни крошки. Запасы закончились, а помощи ждать было неоткуда. Снаружи бушевала метель. Ветер резал лицо, словно острыми ножами, а лед уходил далеко за горизонт. Но выбора не было. Она надела тяжелые сапоги и вышла в белую пустоту. Каждый шаг давался с трудом. Казалось, будто она тащит за собой собственную душу. Внезапно лед под ногами треснул. Женщина провалилась в ледяную воду. Холод сковал тело, лишил дыхания и сил. Она пыталась бороться, но стихия была сильнее. В голове звучал крик: «Живи, не сдавайся», но тело переставало слушаться. И тогда она заметила движение на снегу. Черная птица кружила рядом, внимательно наблюдая за ней. В ее глазах не было страха. В клюве она держала маленький камень и начала стучать им по льду возле женщины. Снова и снова, пока край не начал крошиться. Птица не отступала. Она помогала, насколько могла, пока женщине не удалось выбраться на прочный лед. В тот момент, среди ветра и холода, между ними возникла особая связь. Не словами, доверием. С того дня они были вместе. Женщина делилась рыбой, а птица предупреждала об опасности, летала впереди, показывая безопасный путь. Иногда она приносила мелкие подарки: веточку, камешек, кусочек еды, как знак заботы. Они научились понимать друг друга без слов. Взгляд, движение крыльев, шаг — этого было достаточно. Вместе они выживали в мире, где каждый день мог стать последним. Но однажды разразилась особенно сильная буря. Женщина поскользнулась и упала. Когда поднялась, птицы рядом уже не было. Ветер заглушал ее крики. Белая пустота поглотила все вокруг. Она осталась одна. Отчаяние накрыло ее с головой. Казалось, сердце вырвали из груди. Но, вспомнив храбрость своего маленького спасителя, женщина почувствовала злость не на мир, а на собственную слабость. Она не могла сдаться. С дрожащими руками она построила укрытие из снега и льда. Развела маленький огонь. Сидя рядом, она думала о том, что связь между ними спасла ей жизнь. О том, что кто-то однажды поверил в нее, и это дало силы идти дальше. Иногда ей казалось, что вдалеке мелькает темная тень, что она слышит взмах крыльев. Возможно, это была лишь надежда. Но именно она не давала ей сломаться. Со временем женщина поняла: выживание — это не просто умение не умереть. Это мужество продолжать жить. Это способность помнить добро. Это готовность держаться за тех, кто однажды протянул тебе руку, даже если их больше нет рядом. Она осознала, насколько хрупка жизнь. Как один короткий момент доверия может изменить судьбу. Как маленькое существо способно подарить огромную надежду. И тогда она спросила себя, жила ли она потому, что заслужила это, или потому, что кто-то поверил в нее. Этот суровый мир научил ее главному: настоящая сила в связи между живыми существами, в памяти, в благодарности, в желании быть поддержкой для других. Даже в самой страшной буре маленький поступок может напомнить, что значит заботиться, бороться и жить. Когда лед трескается под ногами, когда ветер сбивает с пути, когда кажется, что надежды больше нет, важно найти причину идти дальше. И еще важнее — самому стать такой причиной для кого-то другого. Потому что иногда именно это и есть настоящее мужество.